Всех приветствую на своем канале «Сама себе швея». Меня зовут Ирина. Те, кто меня смотрят, знают, что я собираюсь шить шубу для своей мамы. Шубу я буду шить по выкройке Осло Save It Now. И сегодня видео будет посвящено карманам. Я буду шить кармашки. Кармашки там идут, получается, по линии талии. Как это? Прорезные кармашки. Прорезные. Короче, они будут вот здесь вот будет шов. И вот так вот будут идти карманы. Вот. Первый раз я делаю такие карманы. Карманы там, кстати, идут из подзоров из эко-кожи. Поэтому для меня, что с мехом я первый раз работаю, что с эко-кожей я работаю первый раз. Вот, запечатлю вам это, что какие у меня будут вообще возникать там проблемы, сложности, как это у меня все пойдет. Как раскроить, продублировать, подготовить мех, это я показывала в предыдущем видео, ссылочку вам оставлю в описании. Ну что, короче, погнали. Так, у меня передняя часть выглядит вот из таких вот частей. Здесь, правда, еще одна идет центральная, но вот обратим внимание на вот эти вот 4 части. Кармашки у нас будут находиться именно вот тут вот. Вот так они будут сделаны. Вот так вот. Поэтому я беру вот эту часть, вот эту, с этой начну, потом вот с этой. Еще у меня есть вот такие два подзора. И у меня есть верхние две подкладки и нижние две подкладки. Пока их убираем. Так, берем одну из наших частей подзора. Смотрим, у меня здесь вот есть сечения, такие отметки. Здесь тоже вот отметки. Нам надо лицом к лицу этими отметками вот так вот приложить и соединить. Кстати, там почему-то по рисунку там ровно выходит подзор, вот и выходит ровно по этой детали. У меня почему-то не так. Не знаю, может в инструкции какая-то ошибочка. И смотрите, мех нам надо укладывать вот так вот туда вовнутрь. Откуда вот я там по инструкции должна буду начать строчить? Прямо отсюда или от самого начала? И еще смотрите, накалывать вот здесь вот саму эко-кожу нужно только по припуску, потому что будут оставаться точки, поэтому очень аккуратно. Здесь у меня припуск 1 сантиметр. И теперь прокладываем строчку ровно от начала с закрепочками, вот здесь вот, от начала нашего подзора. И вот так вот на 1 сантиметр пристрачиваем. Будьте очень внимательны, аккуратно. Я тоже буду очень аккуратно, потому что распороть это все уже и переделать будет не очень хорошо. Так, ну что, у меня вот так вот все красивенько получилось. Теперь я должна припуски вот так вот на подзор заутюжить. Ну, проутюжила, мягко говоря, не очень. С этой стороны не буду. Пойду сейчас делать вот здесь вот на машинку, и здесь делать строчку 2-3 миллиметра от края. Так, здесь я сейчас буду творить кое-что непонятное. У меня вот такой вот валялся крем бархатной ручки, и я поставила лапку тефлоновую, потому что обычная лапка вот такая у меня по эко-коже не идет. И вот я себе уже определила, почему я буду ориентироваться, да, получается вот так вот равняться вот здесь, вот эта лапочка, вот эта ножка будет идти у меня вот здесь. Иголочку я выставила, чтобы примерно 2-3 миллиметра было от края. И теперь мне нужно аккуратненько, так чтобы особо мех этот не запачкать, с эко-кожи я тестирую потом, кремом нанести
размазнюку наделать. Делаю все первый раз, ребятки. Аккуратненько, не пачкаем ничего, да. Ну, стараемся не пачкать. Вот так вот сейчас я себе нанесу и надеюсь, что у меня все будет скользить. И по мере продвижения буду подмазывать. Ну, что вам сказать, ребятки, я удалила крем, ну, вытерла, да, обычная тряпочка, все протерла. Я, знаете, что так разнервничалась, что не подумала, что мне нитку-то надо было заменить вот здесь вот. Вот, ну ладно, я купила вот такие нитки в тон. Думаю, ну ладно, это как бы будет внутри кармана, видно, не будет. Второй карман, естественно, я тоже буду делать такими же нитками. И еще надо было увеличить сами стежки, сделать побольше. А я оставила маленькие. Вот смотрите, друзья, вот у меня по одной части сделано, да, и по второй части сделано. Вот так, я предполагаю, что это будет таким образом. Теперь смотрите, берем вот эти вот наши детальки. Тут верхняя деталь подкладки кармана, она чуть-чуть покороче на 1 сантиметр от нижней. Вот у меня вот эти вот верхние, эти нижние. Вот берем, это у меня лицевая сторона, и лицевой стороной к лицевой стороне вот так прикладываем. Я не понимаю, почему по инструкции там все ровненько, вот так вот, да, вот так идет. Почему у меня так, я не знаю. Но мне кажется, что это не моя ошибка, я все правильно сделала. Это ошибка там у них. Так, и теперь я тоже буду вот это закреплю и проложу строчку. Так, смотрите, я заутюжила припуски на сторону подзора, вот сюда, да. И теперь мне тут тоже надо сделать строчку, как вот здесь вот. Здесь надо быть аккуратней с кремом, чтобы не запачкать, потому что здесь останутся пятна. Так, это оставляем в покое. Как у нас красивенько, да? Все. И берем теперь вот эти две верхние части. Возьму пока вот эту. О, видели этого товарища? Что ты вывалил свой пирожок? Так, вот наша деталька. Здесь у меня она продублирована. Как дублировать, я рассказывала в предыдущем видео, но я забыла упомянуть, что мне еще надо было вот эти части под карманы продублировать. Вот, сейчас я их продублировала, вам показываю. И теперь берем, это у нас вот эти два кармана, так, какой? Нижний. Два нижних кармана. И вот так тоже, это у меня лицевая сторона. Прикладываем лицом к лицу. Здесь они, благо, одного размера. Вот я вам сейчас покажу вот так. Нет, ни одного. Смотри-ка, вообще, я просто офигеваю. Почему так? Ну ладно, видите, у меня тут по сантиметру остается. Буду так вот закалывать. Я не знаю, но там все по-другому. Ну ладно, что как заезженная пластинка. И, значит, это все скрепляем и делаем строчку. Так, ну смотрите, что у меня получилось. Значит, эта часть у нас выглядит вот так. Эта часть, верхняя полочка, выглядит вот так. Припуски, опять же, на подклад. Да, я заутюжила. Вот, и сделала отстрочку. Здесь у нас выглядит вот так нижняя часть. И вот так верхняя часть.
Осталось нам теперь только это все соединить. Теперь мы берем вот эту нашу часть, самую первую, с которой мы начинали, да, вот так вот кладем ее лицевой стороной к нам. Берем вот вторую вот такую вот полочку и кладем, ну, получается, вот так вот, да, она будет вот таким вот образом сверху. И теперь нам надо соединить карманы, ориентируясь вот по нижней стыковке. Здесь должен получиться вот 1 сантиметр у нас припуск вот на этой части. И здесь мы делаем строчку, чтобы получался здесь припуск 1 сантиметр. Вот видно у меня как. И теперь нам надо проложить, я, наверное, даже не знаю, буду прометывать или нет, посмотрю. Нам надо вот так вот начать строчку отсюда, потом вот сюда, вот так и вот так до этой точки. И вот сюда. Я сейчас возьму и аккуратненько попробую прочертить линию вот здесь вот на ткани. Well. Ну, что вам сказать? Было сложно, я хочу сказать. Я все распарывала. То есть я все пристрочила и заново все переделывала. Вот так получилось. Здесь мех я повытаскивала из вот этих вот швов максимально как могла. Повзъерошила его вот так вот. Я тебе не мешаю? Не? Нормально? Угу. Я тоже так думаю. Вот. И вот здесь. Ой, кто это? У меня какие-то звуки. Я одна в доме, какие-то звуки. Так, теперь смотрите, что с изнаночной стороны. Я все сделала вот так вот, но мне не понравилось. И почему-то мне казалось, что что-то косит, что-то не то. И я переделывала. Когда я распарывала, здесь у меня остались, имейте в виду, точки. Но потом я умудрилась пристрочить так, что снутри этих отверстий, ну, от проколов не видно. То есть я попала, я, в принципе, все переделала точно так же, как и было. Вот так это выглядит снутри. Ничего не видно. Вот таким вот образом. Вот он наш кармашек. И что еще хотела сказать? Я хотела сказать, что я прошла второй раз вот здесь вот еще для более надежной фиксации рядышком сделала еще одну строчку тык в притык. Вот так для того, чтобы у меня карман в последующем не прорвался. Так, вторую полочку, которая у нас тут с таким кусочком, делаем точно так же. Кладем вот так вот нижнюю часть и кладем верхнюю часть. Здесь опять же соединяем сначала снизу. Тут у меня вообще выходит за края. Так, вот так соединяем снизу. Я, кстати, когда переделывала, все наметала. Так удобнее было. Сейчас тоже наметаю, закреплю, наметаю и буду делать на машинке. Припуски вот на этой части можно приметать вот сюда вниз. Вот так вот. То есть ручными стежками. Не бойтесь там цеплять с той стороны. Там мех, видно, этого не будет. Так, ну что, вот так вот все получается. Кармашки готовы. Здесь тоже красивенько. Ну что, ребятки, нелегкая была работа из болота тянуть бегемота.
Карманы, ну, как вы уже поняли, почему-то не совпадало у меня по инструкции. Они у меня были меньше, в инструкции были больше. Но я как-то разобралась, сделала все. Они функциональны, и все сошлось, так скажем. Вот, тяжеловато было, конечно, с эко-кожей тоже. Вообще стрёмно, страшно что-либо делать. Но вроде успешно я с карманами этот этап завершила. В следующем видео я буду пришивать планку. Там, получается, идет планка из эко-кожи с молнией, да, вот так. Или вот так, как там будет идти замок по диагонали. Вот, так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на меня, ставьте лайк, если это видео было полезно, и ждите новое видео. Все, всем пока!